Итак, добрый вечер. Приветствую вас на очередной встрече семинара «Лакан Ликбез». И сегодня мы будем говорить о том, каким образом субъект движется по направлению, ползает или, возможно, въезжает на полных парах, но так или иначе достигает той точки, где он становится субъектом невротизированным. В той маленькой работе, которая предпосла наша сегодняшняя встреча и которая носит гениальный характер, как и все подобные работы у Фрейда, работы маленького жанра, в которых он не утруждает себя логическим завершением, умудряется сказать гораздо больше, чем зачастую в работах амбициозных и более распространенных, есть несколько важных замечаний, которые подводят нас к той мысли, которую я пытаюсь в этом году настойчиво продемонстрировать, показав, что у нее есть основания, и что та пропедевтика неврозов, с которой мы имеем дело, когда впервые сталкиваемся с психоаналитическим знанием, по всей видимости, поспешно, и тому, что делал Фрейд, не отвечает. Речь идет, в частности, о том, до какой степени на навязчивость обречен женский субъект. Фрейд делает несколько замечаний, относительно которых не стихают споры, потому что показывают они ни на что иное, как на что-то такое, что доступно в женщине, мужчине со стороны. В частности, Фрейд наблюдает за женщинами так называемого постклимактерического периода и обнаружит в них то, что он сам называет мелочностью и злобой. И здесь он делает любопытное замечание, которое потом, как это часто у него бывает, он никогда не развивает, указывающее на то, что с его точки зрения навязчивость с ее анальным характером не только предшествует развитой генитальности, но и становится судьбой субъекта после того, как его генитальность оказывается исчерпана. Замечание смелое, особенно в отношении женщины, поскольку у нас нет, по крайней мере в поле психоанализа, надлежащих и точных сведений о том, до какой степени женский субъект действительно утрачивает генитальность, равно как нет у нас сведений, каким образом он ее приобретает. По всей видимости, по крайней мере с точки зрения аналитической, женская генитальность представляет собой настолько размытый, настолько сложный предмет, что говорить о том, что начинается она после окончания латентной стадии, равно как заканчивается она якобы наступлением климакса, конечно, довольно опрометчиво. Тем не менее, Фрейд, как он часто это делает, руководствуется именно эмпирическими данными, и в частности характерологическим наблюдением, которое действительно говорит нам о том, что существует определенная периодизация в жизни женщины, в ходе которой действительно наблюдается что-то вроде исчерпывающегося, даже самоисчерпывающегося великодушия. Известно, как, скажем, оперирует женским образом литература или художественная практика. Поначалу женщина предстает существом крайне невинным, и для этого замечания у Фрейда тоже находится в данной работе место. Он указывает на пациентку, у которой генитальность развилась так поздно, что она не заметила, как ее брак стал для нее счастливым. После того, как брак себя в этом отношении исчерпывает, она достигает определенной точки невротического развития и превращается из истерического субъекта в субъект навязчивый. Крайне интересная эволюция, которая опровергает все то, что мы сегодня о соотношении навязчивости и истерии знаем, бестрепетно раскидывая ее по разным полам. То есть Фрейд представляет картину субъекта, который, как насекомое, минует некоторые стадии невротического, так что поначалу неврозом как будто бы не обладают, постепенно вместе с развитием, расцветом его женственности входит в невроз истерический, и потом, когда в его браке наступают препятствия, связанные с чем-то таким, что женщина прочитает как истощение мужской силы и разочарование, сопряженное с тем, что муж не может подарить ей ребенка, она превращается в образцового обсессивного субъекта. Это наблюдение Фрейда интересно тем, что оно подтверждает, делает зримым то, что как раз-таки мы говорили в прошлые разы, и то, что касается того, что внушает в женском субъекте мужчине ужас. Именно та самая мелочность, та самая злоба, о которой говорит Фрейд, и которая сегодня напрочь отвергается в наш век, который иногда называют веком политкорректности, хотя, если обратиться к Жижику, то видно, что это совершенно не так. В любом случае, в наш век, в который есть некоторые затруднения с именованием доступных взгляду вещей, мы вынуждены, говоря о женщине, таким образом делать ремарку, согласно которой перед нами имеет место именно шовинистский дискурс. То есть дискурс, который отводит женщине некое ограниченное место и тем самым открывает беспрепятственные возможности для мужской, осуществляемой над женщинами педагогики, то есть мужской власти. Тем не менее, само психоаналитическое наблюдение показывает нам, что, возможно, то, что предстает в виде вот этого самого истощения женского великодушия, не является мифом. Что действительно, с точки зрения Фрейда, это непреложно, есть что-то такое именно в характере женской невротизации, что в итоге подводит ее к этой самой точке жестокосердия. Точке жестокосердия, которая выступает более, скажем так, садистичным, более ярким, более нетерпимым, чем подобное жестокосердие может иметь место в мужском случае.
То есть Фрейд вплотную подходит к тому, что неврозы, и в частности невроз истерический, невроз навязчивый, распределяются не гендерным образом, а скорее отмечают то, что можно было бы назвать бытием пола, или же способом сексуации. С точки зрения Фрейда, скажем, женщина, которая написывает поначалу сексуированно истерическим образом, потом она приобретает сексуацию навязчивую. Это означает, что ее отношения с объектом наслаждения меняются. Именно это обуславливает ту специфическую характерологию, то наблюдение за ее поведением, которое Фрейд предпринимает. Но в любом случае, даже считая эти данные непреложными, у нас нет возможности сказать, что именно является предметом этой злобы, то есть к чему именно женщина в навязчивости прикрепляется. И это, по сути, составляет очень большую проблему, потому что если о мужской навязчивости мы знаем довольно много, до определенной степени она встроена в порядок социального. И не случайно это сразу же заметили фрейдо-марксисты, которые пытались каким-то образом эту навязчивость преодолеть, полагая, что она отвечает логике капиталистического развития, всегда связанной с накоплением и неохотным оборотом средств, от которых ожидается, что они принесут прибыль еще большую, что в точности соответствует тому, как обращается со своим анальным объектом невротик навязчивости. То есть, если мужская навязчивость, какой бы она ни казалась, глубоко невротизированной, до какой бы степени она субъекта не уродовала, не деформировала, не ограничивала, если эта мужская навязчивость, тем не менее, встроена в порядок социального, то есть одержимые ей мужчины производят действия, которые можно назвать дегуманизирующими, отчуждающими, но, тем не менее, эти действия поддерживают систему в том ее виде, в котором она нам знакома. И вид этот является для нее основополагающим, и вне этой системы мы себя не мыслим. То есть, если, опять-таки, мужская навязчивость похожа на то, что Фрейд говорит о мужской гомосексуальности, которая тоже, как известно, носит социализирующий, цементирующий общество характер, то с женской навязчивостью все обстоит, похоже, гораздо сложнее. Нам неизвестно ее предназначение, если о назначении вообще можно говорить, неизвестен ее исток, то есть она выскакивает из сумрака и в сумрак же уходит. Какую она играет роль, совершенно неведомо. И я имею смелость предположить, что, в общем-то, в литературе, которая именует себя психоаналитической, на этот счет нет никаких более-менее достоверных указаний. То есть, чем, опять же, мужская навязчивость лучше исследуется, чем она прозрачнее, чем нам кажется естественнее положение вещей, при котором мужчина, одержимый обсессией, совершает то, что Лакан называет преследованием анального объекта, что и обеспечивает ему, кстати, по остроумному замечанию Фрейда из этой же маленькой работки, то самое желание знать, с которым мужчина в социум входит. Фрейд задолго до Лакана, и напрасно было бы думать, что это именно лакановское изобретение, речь идет именно о фрейдовском предвосхищении, задолго до Лакана Фрейд обнаруживает, что действительно пресловутое желание знать основано на логике, поддерживаемой объектом анального влечения. Субъект не просто постигает некоторые вещи таким образом, как они себя являют. То есть он не просто, скажем, осваивает наличное положение вещей, накапливает знания, начинает ими делиться, но субъект буквально преследует то, что от него находится в отдалении, и то, что он вырывает у того, что сам называет реальностью. То есть познание организовано как деятельность глубоко садистичная по своей сути. Именно это обеспечивает тот самый режим воспроизводства и распределения знания, опять-таки, который характерен для капиталистической общности. То есть, если бы не преследование субъектом этого знания, то самое преследование, которое Лакан излагает в логике объекта А, объекта ускользающего, дразнящего мужчину, заставляющего его прибегать ко всей природной жестокости, которая в нем обнаруживается, если бы не было этой самой логики, то, по всей видимости, тот самый мир знания, который нам доступен, тот, который простирается, начиная от библиотечных фолиантов и заканчивая разного рода ссорами относительно политических материй, этот мир, конечно, был бы нам совершенно недоступен. И в этом смысле, опять-таки, мужская навязчивость, выполняя роль накопления и преобразования знания, делается для нас в своей целесообразности очевидной. Пусть даже что целесообразность носит постоянно критикуемый, скажем, со стороны марксизма характер, тем не менее в ней есть что-то такое, что, как уже было сказано выше, делает для нас наше бытие понятным. Напротив, у женской навязчивости, похоже, такой функции нету. Фрейд сразу отмечает, что для нее не свойственно бескорыстное преследование знания, которое характерно для навязчивости мужской, что если что-то женщина преследует, то это то, о чем было сказано в прошлый раз. Это пятно грязи. Простирая свой фантазм на предметы в высшей степени социально неудобные, это грязь, заражение, распространение, все то, что как раз-таки заставляет нас видеть в женщине, одержимой навязчивостью, потенцию вот этой самой внутренней злобы. Интересуясь этими предметами, постоянно их преследуя, скажем, в виде навязчивого наведения чистоты или навязчивого ухода за ребенком, женщина реализует что-то такое, что не находит в социуме никакого места, и более того, предстает там в виде, скажем так, трансцендентном, то есть выходящим за пределы символического порядка вещей. То есть женщина управляется в поиске грязи символическим, это несомненно, потому что ничто не может лучше прочертить границу дозволенного и недозволенного, нежели символический порядок, но при этом поиск
которое она осуществляет, в своем основании является для ее окружения непонятным. Более того, сама женщина тоже не отдает в нем себе отчета. И в этом году мы приблизились, тем не менее, к той роли, которую женская навязчивость может играть в, скажем так, социальном образовании, то есть мы выяснили, какой у нее может быть билдинг, для чего она нужна и каким образом она субъекта производит. Происходит это, как мы знаем, порядком частным. То есть, опять-таки, если мужская навязчивость всегда имеет социально доступный плод, она носит публичный характер и отправляется публичным образом, то с женской навязчивостью все обстоит так, что она реализуется в местах, в которые психоаналитик, даже психоаналитик добирается с большим трудом. Это что-то такое, что происходит в крайне ограниченный отрезок времени и касается очень тонких, практически ненаблюдаемых, в частности, ненаблюдаемых, скажем, мужчин, например, отцом, взаимоотношений женщины и ребенка. Конечно, нетрудно было бы указать на то, что мужчина этого не видит, потому что видеть он этого не желает. И действительно существует целый ряд внутрисемейных практик, которые позволяют мужчине от этого тонкого обмена, его настройки и отладки устраниться. Именно с этим связано то, за что не устают женщины упрекать своих мужей, а именно их безразличие к семейной жизни, к семейным делам, нежелание в них участвовать или же участие в них из-под палки. То есть все то, что отмечает именно мужчину как довольно-таки плохого отца, который еле-еле тянет свое отцовское предназначение, то связано это, конечно, с тем, что мужчина вырабатывает способы защиты именно от того самого таинства, которое происходит между женщиной и ребенком. И если это таинство защищается разного рода институтами, то есть оно находится под защитой, как я сказал в прошлый раз, имени отца, то есть инстанции, которые его регулируют, которые его освещают, которые делают его легитимным, которые, скажем, позволяют осуществлять государственную политику, направленную на защиту материнства и детства. Если все это происходит на уровне бюрократическом, то это не означает, что мужчина в это вовлекается. Более того, бюрократическое знание, как мы знаем от Лакана, выступает прекрасным буфером, то есть экранирует мужчину от того, что выступает в качестве желания женщины. Нет лучшего способа примириться с тем, чтобы желание женщины для мужчины неусвояемо, нежели навести соответствующий порядок, который бы регламентировал отношения женщины и ребенка. Тем не менее, в мужчине всегда остается что-то такое, я не имею в виду каждого конкретного мужчину, я говорю именно о мужском фантазме, как он сформирован в истории. В мужчине всегда остается что-то такое, что хотело бы ребенка из-под власти женщины вырвать. Когда мы осваиваем курс философии, нам рассказывают о том, что Платон, организуя свое идеальное государство, в частности, задумался над тем, как будет в нем осуществляться воспитание подрастающего поколения, и предложил детей отрывать от материнской груди как можно раньше, направляя их в соответствующие места, где они под влиянием мужчин-воспитателей приобретали бы необходимые для жителей полиса качества, то здесь, невзирая на эту дегуманизирующую программу, Платон выступает против того, что кажется дегуманизацией ему самому лично. То есть, какой бы программа это жестоко ни казалась, какой бы она ни была, совершенно неисполнимой, бессмысленной, даже придурковатой, опять же, с сегодняшней гуманитарной точки зрения, тем не менее, Платон избирает ее не для того, чтобы, что называется, повысить градус отчуждения и жестокости, к разного рода восхвалению спартанских тенденций Платон был совершенно не склонен. Речь, по всей видимости, шла не о ранней закалке ребенка, особенно мальчика, потому что именно о них, как правило, в полисе идет речь, но и о чем-то таком, что фигурирует в роли спасения. Ребенок может быть спасен от матери. Но от чего нужно его спасать? Какая опасность ему угрожает? И здесь, опять же, наступает место для безудержного фантазирования. Как правило, то, что перед нами возникает, то, что перед нашими внутренними глазами рисуется, это, например, образ животного, пожирающего своих детей. На самом деле, афиняне знали об этом очень много, то есть для них это имело большое значение, эти образы уже встречаются в тогдашней литературе. Скажем, это свиноматка, которая давит своих детенышей, или какое-либо крупное животное, которое может их заспать или растоптать. Такого рода картины всегда фигурируют именно перед лицом мужчины, но важно, что они тоже представляют собой определенного рода фантазматическую защиту. То, что мужчины пугают, это вовсе не небрежность в обращении с ребенком. Хотя нет числа, опять-таки, мужчинам, которые считают, что воспитывать они должны не ребенка, а именно его мать. То есть они следят за тем, чтобы мать отправляла свои функции надлежащим образом, чтобы она ни на секунду ребенка не оставляла. Нет числа обвинений со стороны мужчин, которые подозревают всех женщин в том, что матери из них никакие. Именно на это направлена, опять же, мужская законодательная деятельность, в частности, ювенальная юстиция. Но, опять же, это подозрение представляет собой экран, защиту от подозрения еще более фатального, а именно подозрения, связанного с тем, что даже невзирая на то, что уход за ребенком может быть на высшем уровне, что мать может быть достаточно хорошей матерью, даже более того, матерью идеальной, тем не менее того, что происходит между матерью и ребенком немного позже, когда ребенок уже приобретает самостоятельность, избежать не удается. И это именно то, о чем в нашем курсе в этом году идет речь. Что-то такое, что связано с передачей материнского фантазма. В любом случае, этот фантазм, конечно же, много старше, чем любое планирование ребенка. Как было неоднократно сказано, женщины эту передачу не планируют.
она не исполняет таким образом педагогические функции. Более того, любопытно, что, по всей видимости, педагогика, и здесь мужские подозрения подтверждаются, женщинам не очень присуща. Опять же, есть любопытное наблюдение первых педагогов просвещения и раннего нового времени, в которых, опять же, в отношении роли матери звучит исконное недоверие. Неудивительно, что этими педагогами были мужчины, которые, опять-таки, создавали разного рода утопии, сопряженные с коллективным воспитанием ребенка на как можно более ранних сроках. То есть, есть в женщине что-то такое, что для мужчины невыносимо, и он подозревает, что ему необходимо выступить на защиту ребенка. Иначе с ним что-то произойдет, что-то совершенно непоправимое, и, по всей видимости, связанное не с его жизнью, потому что рассматривать ее как самоценную очень долгое время мужчины были не склонны. Мы знаем, что та благолепная возня с ребенком, которая наблюдается сегодня, насчитывает, дай бог, полтора века, не более. Сама по себе жизнь ребенка, ценность жизни ребенка – это крайне, скажем так, новаторское образование. Но мужское подозрение наступает гораздо раньше, мы видим его черты в античности, мы видим его черты в более древних культурах, скажем, в культуре древнеяпонской. И это означает, что, не ценя жизни ребенка как таковую, мужчина, тем не менее, стремится защитить его от угрозы, которая, по всей видимости, исходит в направлении его желания. Угрозу эту мужчина полагает устроена так же, как была устроена угроза, нацеленная на него самого. То есть мужчина предполагает, что женщина способна сделать с ребенком что-то, что она делает с мужчиной. И здесь, конечно же, напрашивается мысль о том, что речь идет о кастрации. Мысль эта, по всей видимости, ошибочная, и Лакан не случайно делает ряд беглых замечаний, в которых показывает, что мужчина относительно этого всегда ошибается. То, что делает женщина, не является кастрацией, хотя на уровне, скажем, брачном, матримониальном, мужчину действительно приходится немножко в его мужской доблести подрезать. И об этом речь шла, в частности, на позапрошлой встрече, когда мы говорили о том, что для того, чтобы мальчик мог исполнять обязанности отца, от него требуется, чтобы он оставил то, что присуще именно мальчику. То есть оставил то подозрение к функционированию женского тела, которое, в общем, мальчика на плаву держит, которое отмечает его мужское достоинство, которое позволяет ему от женщины дистанцироваться. На эту дистанцию у мужа больше нет никакого права. И поэтому нет числа подозрений, в которых женщина буквально-таки топит ребенка в физиологической жидкости. То есть она, например, может утопить его, обнимая, или же предпринять поцелуи, которые, как может мужчине показаться, ребенка непоправимо испортят. То есть здесь всегда есть подозрение, что женщина сочится чем-то таким, что для ребенка может быть пагубно. Но и это подозрение остается на уровне типичного воображаемого конструкта, поскольку речь, конечно, идет не об этом. И здесь опять-таки необходимо обратиться к тому, что было названо одним из подвидов знания. Знание, как я опять напоминаю, было нами рассмотрено в этом курсе как нечто такое, что двулико. С одной стороны, знание предстоит на уровне речи, то есть оно оформлено в акте высказывания. Это знание кастрированное, знание того, кому дана способность писать и наслаждаться книгой. И с другой стороны, есть то самое знание, о котором невозможно говорить, не впадая в своего рода глупость. Это то самое знание, которое зачастую мы ищем, и Фрейд, в общем, тоже к этому прибегает. Мы ищем у того, кто опытен в сексуальных отношениях, причем опытен до такой степени, что они его уже не интересуют. Это знание повитухи, это знание старухи. Это то самое знание, которым окружают нас наши родители, когда пытаются нас предупредить, особенно тогда, когда мы вступаем на пути собственной латентности, то есть становимся подростками. То есть это что-то такое, что касается именно взаимоотношения полов, но при этом нечто такое, что никогда не выступает именно на ранних стадиях брака. Именно потому все предостережения наших родителей, которые так сильно нам надоедают, пропадают в туне. Мы не можем их осознать, когда приходит время, в которое мы сталкиваемся с их правотой, уже бывает слишком поздно. Более того, мы сталкиваемся с их правотой именно тогда, когда у нас уже есть собственные дети. Вот это самое знание, которое очень многие, скажем, я говорю сейчас о романтиках немецкого разлива, склонны были считать именно знанием народным. И когда возникает та самая известная школа немецкого романтизма, уделяющая массу внимания фольклору, народному языку, языку как таковому, потому что произрастает он именно из того, что немцы называли народной толщей, почвой, то делали они это, и, в общем, это психоаналитическое предположение, по всей видимости, может быть доказано, делали они это именно в погоне за тем сексуальным, очень быстро утраченным в эпоху технической революции знанием, которое постоянно ускользало. При этом мы видим, что сегодня оно никуда не делось. То есть, по всей видимости, опасения романтиков были напрасными. Когда мы, опять-таки, имеем дело с двумя категориями лиц, которые встречаются нам в интернете, это опять-таки либералы и люди консервативного склада, то мы видим, что это знание скорее на стороне консерватора. Он что-то знает, скажем, о том, чем могут быть чреваты однополые семьи. Он что-то знает о том, чем может быть чревато невнимание к вопросам внешней политики. Он пытается об этом сказать, разумеется, язык он избирает довольно неприятный,
и, в общем, даже безграмотный, но, тем не менее, не дается отделаться от впечатления, что что-то такое за этим консерватором, за этим ватником стоит. Есть что-то такое на страже, чего он находится, и от чего он пытается заговорить тех, с кем он в интернете спорит. По всей видимости, знание это касается того, как раз о чем мы в этом году ведем речь, и что, как ни странно, опять-таки никогда в сферу психологии не попадает. Если вы, опять же, откроете работы, посвященные психологии, педагогике, психологии материнства, возрастной психологии, то вы увидите, опять-таки, что функция матери сведена, буквально обрезана до ухода за ребенком. Разумеется, речь идет о том, что уход должен быть в достаточной степени эмоциональным, чтобы ребенок получал не только удовлетворение физиологических потребностей, но и удовлетворение потребностей, скажем так, душевных. Но, тем не менее, в этих книгах вы не найдете того, что касается именно мужского страха. Страха, который может быть вполне основан. Разумеется, не до такой степени, чтобы мы настаивали на прерывании семейной традиции. По всей видимости, это ничему не поможет, потому что, как неоднократно замечалось, нету более быстрого, более травматичного способа столкнуть ребенка с этим самым женским обсессивным комплексом, нежели отдать его, скажем, на воспитание в учреждение. То есть, если ребенок каким-то образом избегает столкновения с ним в неприкрытом виде, то тогда, когда он поступает, скажем, в школу, то, чему никому из нас не удается избежать, то он непременно узревает вот эту самую внутреннюю злобу, эту самую женскую обсессивность, которая расцветает ядовитыми цветами на ниве образования. И именно по этой причине, опять же, если вслушаться в угасающий голос консерватора, то можно услышать, что он, как правило, очень часто выступает именно против женского образования, то есть против присутствия женщин в образовательных учреждениях. Разумеется, никто его сегодня не слышит. Более того, сама экономическая ситуация не предполагает, что мужчина в школу повалит валом. Но, так или иначе, не давая никаких рекомендаций, то есть не делая никаких социальных предписаний, можно указать на то, что что-то, пожалуй, в этом есть. Что действительно мужская обсессивность, какой бы она ни была жестокосердной, как бы плохо она эмоциональные потребности ребенка не учитывала, тем не менее оставляет ребенку что-то такое, что можно было бы назвать зазором. То, что Лакан описывает в 17-м семинаре, говоря о крокодиле пасти и каменном валике. Если под крокодилей пастью как раз таки понимается вот эта самая материнская обсессивность, которая смыкается над ребенком, то каменный валик, то есть фаллос, представляет собой вмешательство отца, который воспрещает матери слишком близкое соприкосновение с ребенком. Имеется в виду, конечно, не физические объятия, а именно контакт на уровне желания. Тем не менее, воспрепятствовать этому контакту мужчина не в силах. Мы знаем, что, по крайней мере, до года, во время грудного вскармливания, а иногда существенно дольше, позиция, по которой сегодня тоже не прекращаются споры, ребенок полностью находится на иждивении матери, отцу нету места, нету входа в эту вселенную, и что там происходит, не знает никто. В послевоенные годы, в частности, я говорю о 50-х, 60-х годах, было выдвинуто предположение, что подобное общение с матерью, более плотное общение с матерью для ребенка крайне полезно. Тут же подсуетились этнографы, которые подогнали соответствующие данные, указывающие на то, что материнство в менее развитых племенах представляет собой нечто менее для ребенка травматичное, поскольку ребенок получает доступ к телу матери беспрепятственно, его никто не приучает переносить одиночество в собственной кроватке, и от него никто не требует засыпать, долгое время поплакав. И почему-то возникла идея, что для ребенка такого рода тесное обращение является наилучшим. Но, во всяком случае, оно обеспечивает как раз-таки предупреждение той невротизации, на которую Фрейд считал каждого субъекта обреченным. Не приводя данные ни за, ни против, тем более они крайне противоречивы, всегда зависят от способа наблюдения и измерения, тем не менее, можно отметить, что здесь, пожалуй, сказалось нечто такое, что касается не столько первобытных племен, сколько, опять-таки, нас самих. То поврежденное состояние, в котором общество пребывало после войны, состояние, в котором, в частности, рухнуло в бездну все то, что было наработано Фрейдом. То есть, если некоторые недальновидно считали, что Фрейду развернуться мешает как раз-таки фашистский гнет, то выяснилось, что как только он закончился, как только возникла так называемая реакция гуманистическая, реакция экзистенциальная, как тут же сделанное Фрейдом становится никому не нужным. Все его предупреждения пропадают в туне, на публичной сцене расцветает именно педагогика материнства, в которой совершенно подвергается забвению все то, что было сказано Фрейдом о роли отца, об отце первичного правремени, о первичной идентификации с отцом. Пропадает до такой степени, что когда Лакан пытается на некоторых конференциях сделать подобное заявление, указав на отца этого первичного правремени, то встречается разве что с глубоким недоумением. Для нас настолько сегодня привычно, что ребенок поначалу встречается с матерью, что мать является объектом первичной идентификации, предметом любви, что контакт с матерью для ребенка полезен, а депривация вредна. Мы настолько пропитаны этими истинами, что не можем задаться вопросом о том, что именно в этом контакте происходит. Опять-таки, здесь нужно обратиться к тому, о чем шла речь в прошлом году, в частности, о так называемом падении генитальности. Я говорил о той жалкой роли, которую сегодня играет исчезающий вид, так называемый генитальный мужчина.
Я имею в виду не просто любого субъекта, достигшего генитальной зрелости. Под генитальным мужчиной мы понимаем соответствующий тип мужчины, который, будучи довольно-таки широко представлен в веке XIX, именно он, скажем, осуществляет, с одной стороны, финансовую, с другой промышленную революцию. Это тип жестокосердый, это тип, для иллюстрации которого я избрал роман «Домби и сын». Если вы представляете, кто такой Домби, то, в общем, вы можете представить, что такой генитальный мужчина. Мужчина, который настолько жесток, я имею в виду жестоковыйности в еврейском смысле, настолько скован, настолько лишен средств наслаждения, что это вызывает у женщины неприходящую щекотку, неприходящий соблазн этого мужчину пошевелить. Собственно, это было именно то, что обеспечивало традиционный брак и его прочности. Похоже, никаких других механизмов воспроизведения этого брака не было. Этот мужчина подвергается разоблачению, в частности, те, кто его описывают, его разоблачают, я говорю о Диккенсе в том числе. И как только этот мужчина сломлен, как только его превращают в подобие, ну, скажем так, не женственности, но чего-то такого, что очень не близко, у этого мужчины на глазах выступают слезы раскаяния, он примиряется со своей дочерью, он становится крайне мягким, он примиряется с тем, кого ранее считал сбродом, я имею в виду всю ту разношерстную компанию, которая крутилась возле маленькой Флоренс. Все те, кого романтики пестовали в виде моряков, бродяг, часовщиков и прочего сброда, который никогда не был достаточно мужским, я имею в виду мужским именно, опять-таки, в степени мускулинности, то есть в степени того, что было бы отмечено в их бытии генитальностью. То есть они себе никогда не воспрещали то, что в XIX веке называется чувствами, что, разумеется, их за пределы генитальности сразу выводит. Так вот, как только генитальный колос надламывается, его ноги, возможно, сколь угодно глиняные, но до этого не подвергавшиеся агрессивному воздействию, начинают крошиться, и перед нами оказывается нечто такое, что ставит мужчину вне рамок закона. Я имею в виду того закона, который учреждается латентным порядком, порядком, который поддерживает наслаждающийся текстом женщины. Так вот, этот мужчина, этот исчезающий вид, который еле-еле сегодня удерживает свои позиции под постоянным давлением со стороны гуманистически настроенной общественности, оказывается в сложном положении, потому что если у него есть какое-то знание, если у него есть, по крайней мере, подозрение, тень подозрения о том, что происходит между матерью и ребенком на стадии кормления, то он сегодня лишен возможности этими соображениями поделиться. Мало того, что он отчужден от университетского дискурса, в котором возможно было бы такое заявление, хотя это не самая удобная для него площадка, но он еще и отчужден от возможности покуситься на то самое, что было возведено педагогикой в ранг святыни. Это именно те самые детско-материнские отношения, о которых у нас сегодня идет речь. Тем не менее, этот мужчина подозревает, что с ними что-то не так. То есть он более чем убежден, что такой тесный контакт с ребенком, постоянно оказываемые ему матерью услуги, нежности, которые мать на него источает, предупреждение малейшего неудобства, то самое стояние на страже возле маленького тельца, которое мать предпринимает, что во всем этом есть что-то такое не просто неудобное с точки зрения этого мужчины, но и, возможно, оказывающее на ребенка какое-то влияние. Раньше это называлось термином «разбаловать». Сегодня этот термин полностью ушел в прошлое. Если кто-нибудь на форуме задается вопросом о том, не слишком ли он балует ребенка, как на него тут же обрушиваются, опять же, защитники этой самой материнской педагогики, предполагающие, что ребенка испортить невозможно, что не существует того, что можно было бы назвать избалованностью. Но это очень важный и тонкий момент, потому что избалованностью это называет мужчина, не психоаналитик. На уровне же психоаналитическом мы должны говорить, опять-таки, не о баловстве, потому что нет никаких данных, опять же, между поведением ребенка, между соотношением в поведении ребенка и между количеством, скажем, времени, которое он проводит на материнских руках. Речь идет скорее о чем-то другом, гораздо более тонком. И это именно то, что выстраивает рельсы, как раз-таки, по которым субъект в невротизацию въезжает. То есть есть что-то крайне неудобное, что, я выдвигаю тезис, который может показаться, может быть, действительно неудобным, но я полагаю, что мы не можем рассуждать после Фрейда иначе. Как только мы полагаем, что ребенок ничего не соображает, что перед нами маленький кусок мяса, у которого при этом есть соответствующие аффекты и чувства, именно их мы удовлетворяем, прижимая его к любящей груди. Как только мы полагаем, что ребенку нужна просто любовь, мы тут же упускаем из виду то, что ребенок является субъектом. Пусть субъектом, скажем так, не совсем достаточным, скажем, субъектом, не обладающим речью. Но, тем не менее, изыскание тех, кто Фрейду наследовал жестко и бескомпромиссно, скажем, Мелани Кляйн, которая, в общем-то, занималась этим периодом с большой степенью плодотворности, указывает на то, что этот ребенок, этот субъект, не только является субъектом в полной мере, но что он образует довольно сложные либидинальные отношения. Что если даже у него нет интеллекта, в том смысле, в котором мы говорим об интеллекте в латентной фазе, когда ребенок поступает в школу и овладевает знаниями, тем не менее у него есть то, что можно опять-таки назвать знанием. У этого ребенка есть означающее. Если вы почитаете, опять же, работы Мелани Кляйн, посвященные различным фазам, фаза эйфории, фаза подозрения, фаза депрессии, фаза прощения, фазы, которые ребенок проходит до 10-го месяца жизни, то можно увидеть, что у нас нет иного способа об этом ребенке рассуждать, как только предположить, что означающее не язык, а именно означающее, как позиция символическому, этому ребенку более чем доступна.
Если она ему более чем доступна, то мы должны бескомпромиссно перейти к предположению о том, что для ребенка материнская ласка является такой же неудобной, как и для взрослого. Естественно, ребенок этого не проявит, он никогда не выразит неудовольствия, хотя есть дети, которые неудовольствие выражают. Скажем, в случае ранней детской анорексии, когда дети сами отказываются от грузи. Это не такая редкость, особенно сегодня. Есть и другие младенческие нарушения, связанные с тиками, судорогами, капризами и плачем. Это наиболее частое распространенное нарушение среди детей. Плачем, который невозможно утишить обычными средствами, который не поддается средствам предупреждения в виде переодевания, купания, объятий и так далее, кормления, объятий. То есть, говоря обо всем этом, мы должны, по всей видимости, толковать их именно как переживаемое неудобство, связанное с тем, что ребенок переживает эротизацию. Более того, эта эротизация для него носит, по всей видимости, характер такой же невыносимый, как и для любого другого субъекта. Да, ребенок не является субъектом генитальным, он не является генитальным мужчиной, который мог бы распознать как неудобные некоторые, скажем так, движения желания, идущие от сердца женщины, но, тем не менее, по всей видимости, у него достаточно много средств, чтобы дать этим действиям оценку. Более того, не случайно Фрейд именно в этот же период выдвигает заявление, согласно которому ребенок является отцом мужчины. Это означает, по меньшей мере, что он представляет собой существо, скажем так, протогенитальное. У него есть что-то такое, что позволяет ему на генитальные рубежи выйти, пусть даже образом, который не совпадает с тем, который нам демонстрирует мужчина, генитальности в самом расцвете его сил. То есть ребенок способен показать неудовольствие, ребенок может быть недовольным матерью. Известно, что дети, скажем, могут ударить матерью, укусить ее. Разумеется, они это делают не потому, что их влечет какая-то переработанная агрессивность. По всей видимости, здесь имеет место именно что-то такое, что связывает ребенка с информацией, поступающей именно от желания матери. То есть ребенок показывает, что у него есть границы. И если эти границы можно нарушать постоянно, если они постоянно нарушаются, что происходит, то, возможно, это именно потому, что ребенок не в состоянии выразить свое неудовольствие речевыми средствами. То есть вместо той благостной картины, которую представляет, опять же, возрастная психология, в которой ребенок поначалу нуждается в плотных материнских объятиях, потом он обретает речь, начинает исследовать пространство, пользуясь функциями ползания и ходьбы, и в итоге начинает уже довольно агрессивно демонстрировать матери, что ее вмешательство нежелательно. Как правило, это называют кризисом 3-го года жизни. Но не стоит ли предположить, что этот кризис является лишь отголоском, лишь последствием чего-то такого, с чем ребенок сталкивается с самого рождения, и что он лишь находит средства для выражения, что полностью совпадает с пропедевтикой наслаждения, предлагаемой Лаканом. Мы знаем, что наслаждение устроено как нечто, вызывающее неудовольствие, чрезмерное напряжение в лебединальном аппарате, и что, если это возможно, субъект устроен далеко не как гедонист. Если это возможно, он пытается от наслаждения уклониться. Наслаждение для него невыносимо. Но, по крайней мере, такое наслаждение, которое нельзя немедленно разрядить, вернувшись в лоно принципа удовольствия, и тем самым от невыносимого напряжения избавившись. То есть, там, где приходится наслаждаться слишком сильно, субъект пытается этого избежать. Ему это не надо. Это как раз-таки есть то, что в прошлом году я назвал функцией наслаждения, которого не надо бы. Всякий раз, когда субъект встречается с наслаждением, которого не надо бы, он стремится задействовать свои ложноножки и уползти. Очевидно, что маленький ребенок, в силу того, что он недостаточно физически развит, не может этого сделать. Но как только у субъекта появляется что-то наподобие подпорок, обеспечивающих ему функцию ходьбы, он тут же начинает уползать. Известно, как часто дети это делают, как трудно бывает их найти в квартире, как сложно их поймать, если они разыгрались. И, по всей видимости, связано это с тем же, о чем Лакан говорит, сравнивая животные и растения. Животное отличается от растения не интеллектом, а тем, что оно может источник наслаждения огибать. Оно может его избегнуть. У животного, опять же, есть конечности, оно может убежать подальше. Наслаждение, оно боится как огня. Есть, конечно, периоды, когда оно его ищет, скажем, период течки, но эти периоды крайне ограничены, как мы знаем, по времени. Если субъект, как существо человеческое, чем-то отличается, то это тем, что пути наслаждения доступны ему круглый год. У него нет того самого сезонного отношения к наслаждению, которое демонстрируют наши четвероногие меньшие братья. Но даже будучи готовым к наслаждению все время, субъект все равно хочет его не постоянно. Как только наслаждение приобретает непонятный для него слишком сильный и странный характер, он тут же пытается сделать ноги. Это ему удается довольно успешно. Для этого даже нет нужды убегать. Можно, скажем, выставить барьер в виде означающего. То есть устроить символическую вселенную таким образом, чтобы наслаждение просачивалось через ее ячейки крайне ограниченно, так чтобы субъект успевал его потреблять. Если здесь что-то нарушается, если возникает брешь, та самая брешь наслаждения, которую Лакан описывает в 20-м семинаре, приводя метафору пробитого кувшина. Если оттуда начинает хлестать наслаждение, если означающее больше его не сдерживает, то субъект начинает испытывать крайнее беспокойство, у него возникает тревога. По всей видимости, именно тревогой продиктована большая часть действий, которые мы интерпретируем, наблюдая за младенцем, как адаптацию к окружающему миру.
То есть тревогу у него вызывает не окружение, не те новые впечатления, с которыми он сталкивается. Известно, на самом деле, сколь субъект индифферентен, как легко он может эти впечатления отклонять. То есть, по всей видимости, ребенку также доступно избирательное зрение, как доступно оно и взрослому. Есть масса вещей, которых мы в реальности не видим, как бы нас принципом реальности не пугали, как бы нас им не сращали, субъект вполне успешно от реальности уклоняется. Он может закрыть Facebook, он может выключить компьютер, он может совершенно отключиться, скажем, от поездки в поезде, открыв Facebook и компьютер. То есть субъект обращается с реальностью так, что она им постоянно кроится, вырезается, и в поле зрения попадают лишь отдельные куски. Так вот, я пытаюсь донести в этом курсе до вас то, что с осложнением так дело не обстоит. Если от реальности, покуда она не делается слишком уж болезненной и неприятной, можно довольно успешно отстраняться, то от желания отстраниться нельзя. И если другой предъявляет нам свое желание, если его потуги к наслаждению становятся слишком уж неприятными, мы, конечно, можем физически уклониться, что происходит, опять же, далеко не всегда. Мы не можем этого сделать, не будучи младенцами, не будучи мужьями в браке, не будучи теми, кто имеет дело так или иначе с наслаждением в той или иной форме, скажем, в виде особых профессий, например, врача или учителя. Я уже не раз говорил о том, что профессии эти стигматизированы не потому, что они скучноваты или мало оплачиваются, а напротив, они скучноваты и мало оплачиваются, и непривлекательны именно по той причине, что субъект там должен не только иметь дело с чужим наслаждением, но и производить наслаждение собственное, то есть выступать в роли того, кто наслаждение навязывает. Это, кстати, касается психотерапевта. И если Фрейд выдвигает такие жесткие требования к психоаналитику, если он требует, чтобы аналитик выстраивал между собой и анализантом дистанцию, то это лишь потому, что он прекрасно понимал эти вещи. Так вот, субъект не может уклониться от чужого наслаждения. Волей-неволей ему приходится это выносить. Именно здесь выступает то, что Фрейд называет принципом реальности, поскольку под реальностью Фрейд, конечно, имеет в виду не реальность философа XVII века, не реальность философа просвещения, конструкт, с которым мы до сих пор имеем дело, который совершенно, по сути дела, непонятен. Фрейд, конечно же, имеет в виду то самое, что потом Лакан назовет реальным. С большой буквы реальное – это предъявляемое к вам требование, которое сметает преграду символического. То есть реальное – это то, что предъявляется вам в виде наслаждения, от которого вы не можете уклониться. Не случайно Фрейда в какой-то момент посещает подозрение, что реальное это попадает к нам через уши. Уши, говорит Фрейд, это единственное отверстие, которое в бессознательном не способно закрыться. Заметьте, пожалуйста, что это отвечает, в общем-то, физиологическим данностям. Можно закрыть глаза и обеспечить максимально малый приток света, можно отстраниться от воздействий окружающей среды в виде тепла, жара и холода, можно экранировать боль, но нельзя настолько до такой степени закрыть уши, чтобы до вас больше не долетали звуки. Я уже не говорю о том, что весь человек представляет собой со всей своей костно-мышечной системой отличный резонатор, мы прекрасно это помним по рассказам о Бетховене. То есть мало закрыть уши, нужно таким образом еще изъять из себя скелет, если вы хотите действительно, чтобы до вас не доносили звуковые вибрации, которые могут выступать не только в виде гула или шума, но и в виде сотрясения, коими они являются. Существуют виды шумов, которые нельзя экранировать никакими средствами, над их разработкой как раз-таки работают физики. То есть шум представляет собой нечто такое, от чего вы не можете отстраниться никоим образом. Вы можете лишь слегка преуменьшить, слегка нивелировать его воздействие, но полностью исключить его нельзя. Сам субъект представляет собой нечто резонирующее, резонирующее в такт с чем-то таким, что мистики называли порядком Вселенной. Сегодня, скажем, говорят о метеозависимых людях. Все это можно, конечно же, проводить по разряду чистейшей астрологии, мифологии чистой воды, но тем не менее чему-то реальному эти воззрения отвечают. Действительно, субъекту не удается отделаться от чего-то такого, что его встряхивает. И не случайно Лакан описывает женское наслаждение как, опять-таки, то, что женщину поддерживает и встряхивает. И вместе с ней, разумеется, трясется ее мужчина. То есть об этом недвусмысленно говорят разного рода байки, анекдоты, которые показывают, как мужчина зависим перед женским требованием, до какой степени он не может его до конца удовлетворить, и как он пытается это сделать, опять-таки, разного рода высказывания в духе проблемы в жизни мужчины начинается со слов женщины «дорогой, я тут подумала», конечно же, указывает на то, что, опять же, это тряска, это сотрясение, которое связано с женским наслаждением, с наслаждением, связанным с тем, что мужчина ей подвластен, что ему можно послать его на любые побегушки. Так вот, это наслаждение, конечно же, начинает резонировать в теле мужчины. Ему ничего больше не остается. Так вот, этот резонатор подсказывает нам, что то, что ребенок получает от женщины, по всей видимости, исходит именно через звук. То есть через то, что Лакан называет влечением голоса. Я не случайно в прошлый раз подвел вас к мысли о том, что женщина посвящает ребенка свой анальный фантазм именно через речь. Да, выше было сказано об объятиях, о разного рода нежности, которыми мать ребенка одаряет. Кстати, делать на то же с помощью голоса. В работе «От 2 до 5» Чуковский приводит знаменательное наблюдение, которое, к сожалению, не попало на Запад, сколько я понимаю. Похоже, что Чуковский вовсе там не переведен. Справьте меня, если я ошибаюсь.
Так вот, он приводит ряд очень интересных наблюдений, связанных с тем, что он называет женским криком восхищения перед младенцем. Криком, к которому особенно склонны именно женщины простые, скажем, крестьянки-лимитчицы, приехавшие в город со своими мужьями, пытающимися освоить профессию, то есть вступающими в ряды пролетариата. И Чуковский свидетельствует, что он как раз-таки наблюдал, как за стенкой, в быстро перекроенной под общежитие квартиры, он слышал, как женщина, одевая ребенка, выкрикивала какую-то частушку, которая нас сопровождала притопыванием, криками и подбрасыванием маленького тельца. То есть даже в том случае, когда ребенок не способен женщину понять, она не может удержаться от разговоров. Она с ним говорит. И это считается опять-таки полезным. На самом деле неизвестно, до какой степени это влияет на детское развитие, никаких экспериментов на этот счет мы не знаем, но мы совершенно можем быть убеждены в том, что это необходимо именно женщине. То есть иначе она установить контакт с ребенком не в силах, ее наслаждение выражается через крик. Позже этот крик умолкает и наступает фаза, так сказать, интеллигентного взаимодействия, в которой женщина повествует ребенку о вещах, подводящих его к мысли о том, что наслаждение доступно именно в речи. Происходит это образом разнообразным, но так или иначе это случается, как я уже сказал, между 2 и 4 годом жизни. Мать обязательно, рассказывая ребенку сказку или делясь с ним какими-то дневными впечатлениями, себя выдаст. Она не может этого не сделать, к этому ее подталкивает влечение. Например, в одной семье, в общем, в семье довольно современной, в 80-е годы, и субъект вынес это воспоминание, поделился с психоаналитиком, мать имела какой-то фантазм, сопряженный с тем, что она называла солдатиками. Под солдатиками она имела в виду не игрушки, в которые потом, кстати, ребенок был очень склонен играть, а именно живых людей, которых можно было увидеть, скажем, в черно-белой кинохронике, или, например, на учениях, слетах, парадах, где их можно было созерцать вживую. То есть всякий раз, когда она видела солдатиков, это вызывало у нее умиление, сопряженное почти со слезами. Солдатиков повезли, говорила она, показывая ребенку на машину, выкрашенную зеленой краской. Солдатики на учения едут. И здесь для нее коренилось что-то очень важное. Также она комментировала, опять-таки, кинохронику, которую вместе с ребенком она просматривала разные фильмы, посвященные войне, которые в изобилии были тогдашним СССР. То есть всякий раз фигура солдатика, вызывающаяся шинели, возможно, солдатика раненого, умирающего, вызывала у нее какое-то специфическое чувство. Было бы очень поспешно возводить это чувство именно к сексуальности, хотя оно, конечно же, имело отношение к тому, что можно увидеть в тех же фильмах, где воспроизводятся отношения мужчин и женщин, в частности, отношения деревенские, которые, на самом деле, не худо было бы проанализировать. Потому что то, что выше было названо знанием, знанием, посвященным наслаждению, знанием, посвященным перипетиям, нарушения в порядке обращения вещей, конечно же, коренится, как заметили немецкие романтики, именно в среде крестьянской. Почему так происходит, на самом деле не так-то просто объяснить. То есть, разумеется, существует мифология братьев Гримм, восхваляющая почву и близость к земле, близость к тому обрабатываемому в земле, что как раз-таки составляет сердцевину потенции субъекта. Но очевидно, что все это мифология, которая ничего нам именно не говорит с психоаналитической точки зрения. Почему именно крестьянин или пожилая крестьянка способна сохранить вот это самое знание, почему она так тщится передать его по наследству, почему это всегда сопряжено с наслаждением сексуации, то есть наслаждением не только пола, но и наслаждением полом. Мы можем это увидеть, когда, скажем, встречая идущих через деревню солдат, женщины бросаются к ним, обнимают их, называют их именно солдатиками, то есть уменьшительный суффикс здесь неприменен. Здесь возникает какой-то фантазм, сопряженный именно с мужским поврежденным телом. То есть телом, которое носит жалкий характер, которое изнурено походами, на котором болтается шинель. Именно это тело женщине очень нужно, вплоть до того, что возникали, опять-таки, эпизоды, о которых не пишут в обычных военных хрониках, но которые иногда делаются нам доступны из воспоминаний очевидцев, если эти воспоминания очень просачиваются в печать. Это разного рода, в том числе сексуальные услады, которые женщины могли даровать проходящим через деревню воинам. То есть, если существует, скажем, та изнанка войны, которая занимается феминисткой, скажем, изнанка, связанная с культурой изнасилования на войне, которая тоже имеет большое значение, которую любопытно исследовать, то не менее любопытно именно для психоаналитика исследовать и изнанку любви. Изнанку той самой странной любви, которая вспыхивает на войне, опять же, о которой очень редко заходит речь, но о которой, похоже, знали все, которая сохраняется именно в виде того знания, о котором я сейчас и говорю. Это знание, которое недоступно субъекту, если он не прикрепится к нему как раз-таки посредством материнского фантазма. В данном случае фантазм женщины, которая, по всей видимости, наследовала от своей матери или бабушки, этот фантазм солдатика был передан ребенку, впоследствии обзаведшимся довольно тяжелым неврозом навязчивости. Невроз тут, по крайней мере, наполовину был, конечно же, обязан тому, что субъект так и не смог распознать, что же в наслаждении матери с этим означающим солдатике было связано. То есть, чему это наслаждение адресовано, почему оно никак не могло избыться.
Вот отношения, с которыми субъект вступает с этим материнским, отношения, в которые субъект вступает с этим материнским фантазмом, по всей видимости, определяют что-то существенно важное, в том числе в том, что касается его собственного мимического облика. О мимическом облике я говорю, потому что об этом заговорил Лакан. Я полагаю, что все помнят рассуждение, возле которого строился весь прошлый год, рассуждение о каменном лице. О том самом каменном лице, на которое субъект наталкивается, адресуя свой позыв наслаждения отцу, и которое субъект сам приобретает, со временем усваивая вот эту самую отцовскую констрацию, то есть первичную идентификацию. Субъект делает серьезное лицо, потому что веселиться не время, потому что позыв к наслаждению нужно укротить. Так вот, если исследовать мимические особенности наслаждения, сопряженные с лицом, возникающим в ходе передачи ребенку материнского фантазма, то, по всей видимости, здесь имеет место странная улыбка. То есть всякий раз, когда мать рассказывает ребенку сказку, это доставляет ему удовольствие, ребенок смеется, он улыбается, но когда мать выходит за пределы, когда она делает какие-то оговорки, когда она слишком часто и назойливо повторяется, когда она употребляет эти означающие с уменьшительным суффиксом, указывающие на ее странное наслаждение, ребенку приходится продолжать улыбаться, но улыбка эта носит другой характер. Ее впервые осеняет что-то такое, что можно было бы назвать предчувствием ужаса. Улыбка здесь, похоже, не исчезает. И я бы возводил ее к той улыбке, которой занимается Батай, говорящие об улыбке перед лицом смерти, улыбки, которую Лакан характеризует как улыбку, возникающую тогда, когда субъект понимает, что самое страшное возможно, и оно уже случилось. Опять-таки, если мы возводим все это к учению о реальном, то самым страшным, конечно же, является не гремучая страшная смерть, не погибель, хотя это тоже, в общем-то, может у субъекта вызвать улыбку, особенно в последние его часы. Скажем, у субъекта, понимающего, что карьера его рухнула, и за ним сейчас придут. И случайно эта улыбка появляется, скажем, в французских экранизациях, где речь заходит о том, кто узнает, что он обанкротился. Именно улыбка встречает он свою смерть, именно с улыбкой достает он свое оружие, которое должно положить конец его бесчестию. Но в любом случае, если эта улыбка к чему-то и восходит, то восходит она, конечно, именно к тому, что связано в реальном с наслаждением. То есть усвоить наслаждение другого субъекта не в состоянии, именно это вызывает у него странное чувство, в котором появляющаяся на его лице улыбка выполняет уже функцию не оповещения мира о радости, которую субъект испытывает, а скорее говорит что-то о том, что субъекту не удается принять гримасу другого рода. И это ставит перед нами интересные проблемы, потому что, по существу, если мы говорим о мимике, то нужно признать, что с точки зрения анализа мы о ней ничего не знаем. Скажем, что такое слезы? Лакан посвящает слезам небольшой отрывок, опять же, в 20-м, по-моему, семинаре, где он замечает, что слезы – это довольно неисследованный предмет. Да, они, скажем, возникают от обиды, если вас столкнули в метро или наступили на ногу, или неожиданно вас лишили какого-то очень важного для вас события или назначения, или подарка. Но еще бывают, скажем, слезы, сопряженные, скажем, с ужасом. Почему-то у субъекта действительно в состоянии крайнего ужаса, ужас, который нельзя испытать, по всей видимости, в повседневной жизни, но о котором нам напоминают хорроры, сопряженные с появлением мертвого тела. В этот момент субъект очень часто посещают слезы, и слезы эти, по всей видимости, сопряжены с тем наслаждением, которое мертвец с собой несет, наслаждением, которое нельзя ни объять, ни усвоить, ни исчислить. Но, тем не менее, встречает этот субъект слезами, а зачастую и слезами с улыбкой. То есть всякий раз, когда наслаждение предъявляется в отвратительном, бесформенном и, по всей видимости, грозящем нам непосредственном виде, появляются разного рода мимические соотношения, которые в быту считаются зачастую даже противоположными. То есть мы считаем обычно, что слезы противоположны улыбке и так далее, но, по всей видимости, мы ничего в этом не понимаем, то есть мы руководствуемся каким-то крайне скудным набором ситуаций. Известно, что палитра аффекта в рамках принципа удовольствия невелика, субъект или улыбается, или серьезен, не более того. И лишь только границы принципа удовольствия покинуты, как все те мимические движения, все те аффекты, которые мы считали незыблемыми, и, скажем, к которым мы ребенка приучаем, как приучаем его, скажем, распознавать цвета или формы, они все оказываются нерабочими. Более того, по всей видимости, здесь имеет место обман воспитания, тот же, который несколько раз был разобран в ликбезе ранее, когда речь шла, например, об обучении ребенка голосам животных. Здесь всегда есть какие-то лакуны, скажем, есть животные, голоса которых легко подражать, а есть такие, которых мы слышим редко. И матерям приходится выдумывать, когда ребенок спрашивает, каким образом кричит, скажем, кенгуру. Так вот, Лакан неоднократно указывал на обман, который сопряжен с приписыванием животному означающего, и которое показывает на то, что субъект здесь распространяет свое желание говорить. То есть не в том дело, что желание сказать есть у кошки, а в том дело, что субъект желал бы сказать, но сказать он ничего не может. И немощь это простирается довольно далеко, вплоть до посещения аналитика. Вот о чем, собственно, говорят все эти странные звуки, которые животные издают. Все это восходит именно к немоте самого субъекта.
Но, по всей видимости, это касается в том числе таких проявлений, как смех или слезы. Если мы еще понимаем, почему ребенок смеется, и во всяком случае у него можно вызвать смех, пощекотав его или помахав перед лицом блестящей игрушкой, то почему ребенок плачет, вот это, по всей видимости, загадка в том числе для опытных педиатров. Да, есть, конечно, какие-то совершенно весомые физиологические причины, вызывающие плач, например, пребывание мокрой пеленки, или колики, или голод. Но очевидно, что часто ребенок плачет именно без всякой причины, и мы не можем истолковать, что этот плач означает. То, что он говорит, для нас остается заповедным. Есть лишь подозрение, что это, как я сказал выше, может быть связано с женским наслаждением. Это не более чем наша реконструкция. Тем не менее, похоже, никакой другой столь же правдоподобной версии никто еще не... Так вот, если говорить о путях вхождения субъекта в невроз, каким образом происходит эта невротизация, которая на входе представляет собой внедрение в ребенка, означающего матери, а на выходе оборачивается той полнокровной картиной навязчивости, обрез которой я попытался в посвященной этому работе дать. У нас нет, опять-таки, довольно точных, подробных сведений о том, как это происходит, потому что мы фиксируем лишь крайние точки. Поначалу мы имеем дело с субъектом, который каким-то образом вступает в отношения с материнской речью, и уже на выходе у нас, собственно, то, что мы называем анализантом, который находится в кабинете, который чтится нам показать, что он генитален, хотя это, конечно же, не так, и который в итоге проговаривается, и мы узнаем, что все, в общем, восходит именно к этому общению с матерью, которое субъект помнит лишь кусками, которое он не в силах, опять-таки, нам сформулировать так, чтобы оно было восстановлено во всех его частях и особенностях, но которое, видимо, держит его возле себя и с которым он пытается разобраться. И принято считать, что этим невротиком является мужчина, что якобы на него оказывает свое пернициозное влияние, это материнское означающее, но я полагаю, что перед нами в этом случае именно как раз-таки мужской фантазм. То есть мужчина, защищая ребенка, полагает, что ребенок устроен, как он сам, и поэтому принято считать, что страдает от навязчивости именно по материнской линии ребенок, отмеченный бытием мужской сексуации. Но я полагаю, что это несправедливо, что как раз справедливость навели именно французские феминистки, указавшие на то, что как ни крути, а девочкам приходится тяжелее. То есть, если у мальчика есть средства дистанцирования от этого женского фантазма, своя маскулинность практикуется им именно с этой целью, он может сделать вид, что его женские штучки не интересуют, что все это не имеет никакого на него влияния, то девочке это сделать не удается. Именно поэтому жизнь женщины, особенно ее жизнь в ходе развития ее собственной обсессии, представляется большой загадкой. В анализе девочки не склонны так часто и ярко говорить о матерях, как это делают мужчины, что опять-таки заставляет задуматься о том, что именно между матерью и девочкой происходит на 3-4 году жизни. Тем не менее, некоторые данные анализа показывают, что девочки гораздо тяжелее смиряются с тем, что сами не распознают как вот это самое несущее злобу материнское наслаждение. Что им гораздо тяжелее не просто от него дистанцироваться, но потому что у них нет для этого, как было выше сказано, соответствующего средства, у них нет фаллоса, который они могут в этот момент предъявить. Он был, но именно перед тем, как ребенка фантазм посвятить, он оказывается его лишен. То есть мы знаем, что фаллос есть у девочек, ну, естественно, виртуальный фаллос, примерно на 2-3 году жизни, и как только она входит в свою анальную стадию, он исчезает. Именно в этот момент она сталкивается с материнским наслаждением. То есть, если мальчик встречает его во всеоружии, хотя он еще не является фалличным в полной степени, тем не менее у него есть, опять-таки, средства языковой защиты от материнской речи, то у девочки, похоже, этого средства нету и не предвидится. То есть девочке приходится как-то обходиться с тем, что ее мать не просто питает это странное наслаждение, выражаемое ей в речи, но и она, возможно, обрекает девочку на переживание наслаждения такого же типа. Что при этом происходит с ребенком до наступления латентного периода, я говорю сейчас именно о девочках, для нас остается тайной с 7 печатями. Мне не попадалось работ, которые по аналитике прорабатывали, даже работая с ребенком, именно этот аспект. То есть, по существу, есть такого рода области, которые сегодня нам также неизвестны, как неизвестно они были Фрейду. За какие-то 2-3 года субъект, по всей видимости, переживает глубочайшее потрясение, сопряженное именно с тем, что со стороны выглядит просто хорошим материнским уходом. И когда он вступает в латентную стадию, то, по всей видимости, с моей точки зрения, возникает это в том числе, не в последнюю очередь, по причине того либидинального истощения, которому материнский фантазм его подвергает. Долгое время, вплоть до заявлений со стороны собственной генитальности, субъект находится в блаженстве латентной фазы, в которой он занимается абы чем, только не тем, что можно было бы назвать практикованием сексуальности. Тем не менее, даже в этой латентной фазе материнское наслаждение никуда не девается, как было сказано в прошлый раз. Именно его субъект практикует, занимаясь чтением, а зачастую, когда становится постарше, письмом. И именно с этим связана прелестная девичья графомания. Впрочем, она встречается у мальчика, правда, помладше. Если говорить о периодах, то, в общем-то, известно, что графомания и комиксы приходится у ребенка мужского пола на период 9-11 лет, а вот девочки овладевают этим искусством позже. И оно у них представлено в более зрелой и развитой степени. Любопытно, что здесь оба пола как бы перехватывают эстафету. То есть, если говорить именно об этом материнском фантазме, то, похоже, нету в жизни субъекта такого периода,
когда этот фантазм не имел бы никакого значения. Скажем, как только мальчик перестает иметь с ним дело, как его тут же подхватывает девушка, когда девушка теряется, вступая в брак и сталкиваясь с совершенно новой для нее континентом сексуальности, его подхватывает мужчина. То есть всякий раз он имеет огромное значение. И если даже он не регулирует брак, как регулирует брак именно мужская генитальность, то есть со стороны отцовской, то тем не менее похоже, что именно это женское наслаждение не только ведет женщину на пути ее взаимодействия с мужчиной, но оно и ведет мужчину к тому, что, опять же, можно было бы назвать таинством брака. Что под таинством брака мы понимаем? Принято считать, что под этим таинством, разумеется, имеется в виду именно познание мужчины и женщины. Женщина, разумеется, девственной, которая хранила ту самую каститас, о которой речь шла за прошлый раз. Но мы прекрасно понимаем, что если в браке есть какая-то тайна постыдная, то состоит она в том, что, как правило, женщина к моменту вступления в священное таинство уже девственности лишена. Не стоит думать, что это лишение девственности до брака является достижением именно современной цивилизации, что это приобретение модерна. По всей видимости, это происходило очень часто, и более того, известно, до какой степени мужчина опасается женской девственности, до какой степени он склонен передоверять свою молодую жену более опытным мужчинам в этом отношении, для чего существовали специальные жреческие институты. То есть, по всей видимости, вся соль не в девственности. Вся соль брака состоит как раз-таки в том, представление о чем может сформировать, опять же, опираясь на вот эту самую деревенскую любовь. Это что-то такое, что может дать женщина мужчине тогда, когда никто этого не видит. И опять-таки, будучи субъектами городскими, урбанизированными, мы считаем, что все сводится к разнообразию сексуальных ласк. В том числе, опять-таки, многие консерваторы, которые эти ласки воспрещают, которые, скажем, требовали, чтобы субъект не позволял себе оральное или анальное удовлетворение в браке, эти субъекты, опять-таки, наводят нас на успокоительную мысль, что все сводится именно к этому. На самом деле, все к этому, разумеется, не сводится, поскольку в браке есть то, что женщина способна дать мужчине не в сексуальном отношении, а в том, что как раз-таки Лакан и называет усвоением женщины в виде материнского объекта. Еще Фрейд указывает на то, что мужчина совершенно не в состоянии вступить в брак, иначе, как только увидев в женщине свою мать. Иногда это служило поводом для шуток, в частности для шуток об инфантильных мужчинах. Но похоже, что речь не об этом. Более того, то, что может дать женщина такому мужчине, всегда дается мужчине именно генитальному. То есть об инфантилизме поэтому и речи нету. Именно сегодня, похоже, мы забыли, что это такое, но до определенной степени нам это не дано. Часто мы с этим в браке не сталкиваемся. Именно по той причине, что сегодня генитальность не является для мужчины обязательной опцией. И напротив, если опять же почитать литературу, которую сегодня называют литературой деревенской, зачастую эта литература очень плохая, никто, конечно, в здравом уме не будет ей заниматься как образчиком именно высокого стиля, но тем не менее в этой литературе, в частности в отечественной, я не буду пытаться объяснить, почему так произошло, но именно в литературе отечественной, которая ведет свое начало к производственному роману, от которого деревенский роман, как известно, отпочковывается, именно в этой литературе можно столкнуться с тем, что женщина способна дать генитальному мужчине, и с тем, что совершенно сексуальности не касается. Разумеется, к сексуальности она имеет отношение, но только на уровне сексуации. Женщина дает что-то такое, что мужчина не может никому рассказать. И это, по всей видимости, является как раз таки тем, что выступало в определенной культуре в виде предмета шуток. Когда речь шла о том, что мужчина, вступая в брак для мужского товарищества, потерян, то речь идет не только о том, что ему приходится при женщине находиться, сидя дома или зарабатывая деньги, там, воспитывая детей, но и речь именно о том, что мужчина получает какие-то наслаждения, которые не просто превышают то, что дают ему товарищи. Речь, опять же, не о сексуальности, то есть не о том, что с товарищами мужчина должен свою сексуальность сдерживать, преобразовывать, сублимировать, а с женщиной он может позволить себе раскрыться. Похоже, речь шла не об этом, потому что сексуальность мужчины прекрасно с мужским сообществом сочетается. Существуют, в конце концов, публичные дома, разные женщины, которых можно пригласить или позволить им жить с собой. Все это было крайне распространено. Когда мужчина вступал в брак, как правило, все эти формы отношений женщины он уже испробовал. Более того, предполагалось, что он, конечно же, это сделал, потому что именно это обеспечило ту самую надлежащую сексуальную выучку, опытность, которую потом он своей женщине преподносил в дар. Так вот, получается, как мы видим, речь идет не о сексуальном, а о чем-то таком, что дает женщина именно в качестве матери. Что это за вещи, можно, в общем-то, оставить покрытым мраком, просто потому что либо они присутствуют в виде знаний, либо нет. Они присутствуют в виде знаний, именно в том виде знания, о котором было сказано выше, то есть так или иначе они субъектам передаются, он их наследует от других субъектов. С другой стороны, если этих вещей в жизни конкретного субъекта нет, то это не означает, что они не имеют места. Те самые недомолвки, подмигивания, усмешки, адресованные браку, по всей видимости, как раз-таки говорят о том, что там происходит. И о том, что как раз-таки позволяет генитальному мужчине урвать свою часть наслаждения именно тогда, когда он к этому готов. То есть речь идет о том, что он к этому, по крайней мере, был не готов в детстве.
По всей видимости, именно с этим связан пресловутый культ матери, особенно тщательно пестуемый в мужских сообществах, тем более грубых, генитальных, даже мачистских. Связан он, разумеется, не с тем, что мать была для ребенка чем-то наиболее ему удовлетворяющим, опять же, на первом-втором году жизни, а с тем, что, по всей видимости, наслаждение матери в тот момент было неудовлетворимым в принципе. Оно было неусвояемым, именно поэтому субъект его откладывает, поступая, как об этом говорит Фрейд в одной из работ, как маленький капиталист. Те самые детские запасы любви и наслаждения, которыми субъект тогда питаться не мог, потому что в силу достаточно развитой сексуальности он не мог их усвоить, они откладываются на потом. И, по всей видимости, в браке мужчина получает те самые проценты, которые в него мать до этого вкладывала. Другое дело, мы видим, что проблема в том, что вложение этих процентов непременно ведет мужчину к невротизации. То есть то, что мужчину делает способным воспринять и получить наслаждение от женщины, одновременно является чем-то таким, что и ведет его к неврозу. И, похоже, этот узел неразрешим. Именно это делает невозможным разного рода платоновские рекомендации по отъему ребенка, скажем, от материнской груди как можно ранее, просто потому что это, во-первых, не позволит ему невроза избежать, а во-вторых, этот отъем, по всей видимости, будет чреват чем-то таким, что лишит мужчину в дальнейшем того капитала, который его генитально выделывает. Поскольку и невротизация, и способность получать наслаждение тесно сплетены, то нам приходится говорить о том, что невроз субъекту не просто заповедан, или на невроз субъект не просто обречен, а во всей видимости субъект является безальтернативной нормой его развития. И в этой самой безальтернативной норме мы можем говорить лишь о том, что субъект иногда достигает в неврозе состояния, в котором он функционировать больше не способен. Именно это приводит его к врачу или психоаналитику. Во всех остальных случаях субъект прекрасно свою невротизацию использует, он с ней мирится, он извлекает из нее наслаждение, как мы знаем от Фрейда. И по этой самой причине исследовать нам нужно, я имею в виду в клинике, не просто невроз навязчивости как таковой, поскольку он является, по всей видимости, вариантом нормы, субъект с ним сживается. Нам необходимо исследовать именно то самое, что субъекту никогда присвоить не удается, именно то, что вызывает у него проходящую по телу дрожь. На самом деле это не такое редкое явление, я уже приводил пример, фигурирующий в фильме Жижика. Если вообще для чего этот фильм стоит смотреть, то только ради этого примера. По своей сути он гениален. Пример, где Жижик показывает маленького сына, играющего в игровую приставку, разговор заходит о ребенке, и ребенок, не вынося этого, стесняясь и наслаждаясь, передергивает плечиками. То есть ему до такой степени делается стыдно, что его обсуждают люди разных полов, пришедшие с камеры женщины, и, по всей видимости, не слишком ласковый его отец, что это вызывает у него дрожь. Дрожь, через которую он избывает невыносимое для него невозможное наслаждение. На самом деле это бывает так часто, что остается просто удивительным, до какой степени об этом мало пишут, в том числе психиатры, равно как и психоаналитики. Очевидно, что все формы тиков, подергиваний, навязчивого движения, к которому, кстати, склонен и сам Жижик, что он не раз рефлексировал, связаны именно с необходимостью избыть невыносимое наслаждение. То есть субъект, допуская в своем организме, в своей органической материи небольшую судорогу, как раз-таки занимается сбросом, который Лакан характеризует как сброс через объект А. Используя себя как резонатор, субъект от наслаждения отделывается. Именно с этим связана навязчивость, в частности, и очень характерный для навязчивости симптом, который возникает не у всех навязчивых субъектов, но в достаточной степени у многих. Симптом, когда субъекту приходится очень быстро, скажем, совершить какое-то движение или сказать какую-то фразу. Причем это не похоже на ритуалы, потому что если в обсессивном неврозе ритуал представляет собой тщательно продуманное действие, которое субъект совершает много раз, в ходе которого пытается быть крайне сознательным, чтобы не упустить ни одной детали этого ритуала. То есть если ритуал представляет собой действие, находящееся на уровне «я», на уровне инстанции «я», то вот это действие, о котором я сейчас говорю, представляет собой что-то такое, что субъект делает быстрее, чем он может его отследить. Например, если субъекту приходит мысль о чем-то постыдном, он вспоминает, как его опозорили, или как он недостойно выглядел в школе, или на каком-то выступлении, то у него буквально из гортани выскакивает какая-то фраза, которую он пытается эту самую мыслеформу остановить. Это происходит быстрее, чем он это осознает. Или же он совершает какой-то нервный жест, подергивание. Например, дергает руками или пытается ими закрыться. То есть существуют такие тиковые действия, которые возникают у субъекта непроизвольно. При том, что, разумеется, когда они случились, он тут же их замечает, отдает себе в них отчет. Хотя случается и так, что тик доходит до такой степени непроизвольности, что субъект даже не замечает, что он к нему прибегает. По всей видимости, все эти действия, характерные именно для навязчивости, должны рассматриваться как избывание того самого наслаждения, того запаса наслаждения, которое вкладывает в ребенка мать, и которое, опять же, для него является постыдным. Которое, я обращаю ваше внимание, это важно, которое делает постыдным и отношения с матерью. Если отношения с матерью делаются невыносимыми, если очень часто субъект, особенно субъект женского пола, для него это, как было выше сказано, характерно. Если субъект о многих взаимодействиях с матерью, о многих событиях, которые отмечали его время пребывания с матерью, вспоминать не в состоянии, если они вызывают у него это подергивание, то происходит это, очевидно, по той причине, которую мы в данном курсе рассматриваем.
По той причине, что инвестиция в наслаждение для субъекта невыносима. Именно с точки зрения этой инвестиции нам необходимо навязчивый невроз рассматривать. Именно она, похоже, является объектом, возле которого субъект кружит, из-за которого он замирает, совершает ошибочные действия, из-за которого он не может сделать выбор, скажем, в магазине или при попытке выбрать наилучшую линию движения, в том, что касается его планов на будущее. То есть, если есть какой-то объект, который в субъекте застрял, который субъекта мучает, и который вызывает у него навязчивые тикоподобные действия, то этим объектом является, конечно же, то самое зерно, которое проскользнуло в субъект в виде анального материнского объекта, в виде вот этого наслаждения анальности, которое в субъекте застревает, которое, что называется, не движется ни туда, ни сюда, так что он не может ни отделаться от него, ни полностью его усвоить. То есть то, что нельзя ни отбросить, ни ассимилировать, то есть вобрать, усвоить, и является вот этим самым объектом. Именно он вызывает вот эти самые дерганные навязчивые движения невротика, именно он заставляет его постоянно кружить возле одного и того же пункта. Пункта, который Лакан в семинаре напрямую называет фекальным объектом, и который так ярко сказался в неврозе Человека-волка, который, по подозрению Лакана, наблюдая волков на дереве, видя этот самый страшный сон, где волки взирают на него, помахивая пушистыми хвостами, этот самый анальный объект производит, в чем он, конечно же, не дает себе отчета. То есть разного рода случаи инуреза, капреза у ребенка, когда он пытается, опять-таки, что называется, преподнести этот объект в дар, нужно рассматривать именно по линии того самого женского наслаждения, то есть взаимоотношений с матерью, которое в случае формирования этого невроза имеет место. И я предлагаю остановиться и в следующий раз подробнее рассмотреть эти отношения с фекальным объектом. Пожалуйста, вопросы. А можно спросить, вот все, что вы рассказывали, имеет отношение к современному воспитанию? Я полагаю, что да. Что здесь ничего не изменилось как раз таки. Данные клиники как раз таки показывают, что сегодня субъект гораздо теснее взаимодействует с этим самым женским наслаждением, чему, по всей видимости, как раз таки не препятствует то, что иногда называют развалом института семьи. То есть парадоксальным образом, чем этот институт сильнее развален, с точки зрения, скажем, социологов или чиновников, тем, в общем-то, мать теснее общается с ребенком, тем меньше преград к этому общению, и тем, по всей видимости, он быстрее вступает на тот путь, который, возможно, в эпоху дофрейдовскую занимал больше времени. Можно такой вопрос. Как относится серьезное лицо, исходящее от отца, с материнским наслаждением? Ну, во-первых, конечно же, серьезное лицо, и мы это подробно разбирали в прошлом году, адресовано чрезмерному веселью женщины. Когда она устраивает карнавал, когда она смеется, кокетничает, и отец дает ей понять, что наслаждение закончилось. Точно таким же образом отец адресует серьезное лицо и ребенку, поскольку он рассматривает его как находящегося на линии женского наслаждения, и это наслаждение наследующего. То есть здесь имеет место как раз-таки обуздание того наслаждения, что находится с точки зрения отца на женской половине семьи. Причем неважно, является ли его ребенок мужчиной или женщиной. Поскольку мальчик отцом воспринимается тоже как своего рода занимающий женскую позицию. Имеет, да? Ну вот, а если как мужчина занимает материнскую позицию, ну, насколько это влияет на все эти процессы демократизации, там, ну, сейчас часто бывает. Да, я понимаю, отец-одиночка, да. Действительно, случается так, что мужчине позицию приходится занимать. Есть даже целая серия фильмов, конечно же, фильмов европейских, посвященных тому, как именно мужчина остается с ребенком, обычно ребенком, еще даже не вошедшим в анальную стадию, наедине. На самом деле любопытно, что здесь не происходит усвоение материнской функции. То есть даже если мужчина очень мягок, слаб, интеллигентен, он все равно склонен пресекать наслаждение ребенка там, где мать дала бы ему волю. Есть очень неплохая лента, в которой как раз показано, как мужчина, только что потерявший жену, что называется, переживает скорбь, испытывая амбивалентное отношение к ребенку. То, как он с ним общается, каким образом выводит его на улицу, гуляет с ним, сажает в машину, надевает на него ботиночки, показывает, что, в общем-то, своего мужского достоинства он не утрачивает. Что там, где, возможно, мать ребенку дала бы продолжить наслаждение, он его восстанавливает. Что, разумеется, не означает, что ребенок не вырастет образцом навязчивым невротиком. То есть вот эта инвестиция в наслаждение, она не происходит или происходит каким-то другим образом? Похоже, что анальная фантазия мужчина ребенку не передаст, но ребенок так или иначе его получит тогда, когда столкнется с женским образованием. Это совершенно неизбежно. Конечно, какой-то отпечаток на развитие это налагает, причем мы еще не знаем какой. То есть всякий раз, когда мы затыкаем рот консерватору, требуя от него признать, что не имеет никакого значения, в какой семье рос ребенок,
против этого, конечно, восстает наш психоаналитический опыт, потому что это значение, конечно, может иметь. Да, пожалуйста. Как эволюционирует практика психоанализа вместе вот с исчезновением гениталий мужчин? То есть что-то изменяется? Да, она изменяется, это видно по работе, скажем, милемских учеников, которые часто пишут о том, что сегодня наслаждение приобрело другой облик, что сегодня исчезает поддержка со стороны имени отца, и субъект сталкивается с наслаждением гораздо более непосредственно. Но почему-то в силу каких-то процессов, которые я в частности характеризовал на 3-м году наших встреч, психоаналитики здесь склонны занимать роль социальных критиков. То есть они говорят об обществе потребления, о товаре, о капитале, и никто из них практически не говорит о тех семейных материях, которые, в общем-то, в курсе анализа было бы пристойно и уместно затрагивать. То есть почему-то речь идет о каких-то цивилизационных процессах, которые, в общем-то, похоже, не подтверждаются. Например, нет никаких данных, что сегодня общество потребления оказывает на субъекта какое-то развращающее воздействие. Похоже, что это совсем не так. То есть клинические данные не подтверждают резкого изменения субъекта, скажем, 70-х годов по сравнению с субъектом нулевых годов. Если обратиться к ежегодникам, то видно, что субъекты невротизируются практически таким же способом, и что отношения с объектом у них выстраиваются по точно тем же линиям. Но почему-то вот эта марксистская прививка к анализу никак не может оставить его в покое. То есть всякий раз эта работа именно базируется на разоблачении капиталистической структуры, которая якобы преобразовалась, так сказать, выражаясь словами Ленина, достигла стадии империализма, и поэтому сегодня субъект обречен на гораздо более тесные травматичные отношения с объектом, нежели ранее, скажем, в эпоху капитализма марксистского, там, либо-кузианского образца. И я полагаю, что, возможно, эта вещь интересная, конечно, на что-то они, безусловно, влияют. Но, тем не менее, не может быть оправдания тому, что за этими социологическими по своему духу наблюдениями совершенно скрывается и не исследуется то, что все может происходить в семье. Более того, пренебрежение к тому, что касается именно фигуры отца и матери, пренебрежение, несомненно, восходящее к Маркузе, к Фрому, к Делезу, которые делали вид, что они очень устали от исследований семьи, привело сегодня к тому, что психоаналитика как будто постесняется заявить, что они занимаются именно ролью матери или отца. Потому что эта роль была совершенно не исследована. То есть перед нами, конечно же, ложная торопливость. И сегодня, скажем, слова Делеза о том, что папа и мама устарели, читаются иначе, особенно в свете поздних лакановских наблюдений или тех наблюдений, которые делают сегодня, опять-таки, некоторые лаканисты, показывая, что эта роль не только себя не исчерпала, но, в общем-то, к ее изучению психоанализ еще даже не приступал. А что значит, вот вы говорите, да, пропажа отца, субъект встречается еще ближе с наслаждением? Ну, поскольку отец с точки зрения лакановского анализа больше не выставляет этот каменный валик, который мог бы помешать крокодилу закрыть свою вагинальную пасть, то таким образом субъект обречен на большие объемы наслаждений, которые, возможно, он не в состоянии переработать, и это меняет его структуру. Я не готов ручаться за эти данные, потому что это данные, опять же, Милявского кружка. Трудно сказать объемы. Может, бюджеты какая-то все-таки... Я полагаю, что это процесс очень слабо наблюдаемый. То есть, естественно, общество потребления существует, оно накладывает какой-то отпечаток. Тем не менее, похоже, что запрет на прямое взаимодействие с объектом, невозможность объекту ухватить, осторожность субъекта в отношении объекта, то быстрое утомление, которое субъект от объектов испытывает, по всей видимости, упорнее и старше, нежели те дозволения, которые нам общество потребления дают. Не похоже, чтобы субъект в обществе потребления был как-то особо развращен. Более того, мы видим сегодня новейшую тенденцию уклонения от потребления, которые стали даже еще более яркими и сильными, нежели в викторианскую эпоху. Скажем, сегодня почти никому недоступна та роскошь, которой могли пользоваться даже не самые богатые семьи этой эпохи. Нам практически недоступна та домашняя обстановка, те гедонистические привычки, которые могли извлекаться из хорошей прислуги, например, которые извлекало это общество. И я полагаю, что в этом плане говорить о обществе потребления преждевременно, потому что прежде всего непонятно, что мы потребляем. Если речь идет о товаре, то они всегда одни и те же. Но хочется сказать, что все равно вот даже с такой немного расплывчатой функцией отца возникает ощущение, что субъект становится более крепощен в сексуальном своем таком поведении. Ну, да, я согласен с этим, но, как я сказал выше, есть что-то такое, что утрачивается. Получая раскрепощенное сексуальное поведение, субъект утрачивает то, что касается именно знания, в том его виде, в котором оно, по всей видимости, было доступно еще на уровне третьего поколения, если считать от нас вверх. То есть похоже, что сегодня субъекту недоступны как раз те утонченные наслаждения, которыми располагали, скажем, наши предшественники в XIX веке. Такое впечатление, что наслаждение сегодня меньше, а не больше, если говорить именно о каком-то его утонченном качестве. То есть с пропажей того, что называлось аристократией, к наслаждению, похоже, доступ закрыт. Ну вот насчет того, что классический отец такой пропадает, это раскрепощает как-то сексуально человек. Мне кажется, Жижик бы просто себе нос оторвал, если бы это услышал своим тиком. Покажи, что ты говоришь, это делает. Да, нет, он как раз говорит об этом. Жижик в есть.
Нет, отец, роль отца снижается, и субъект сексуально раскрепощается. Мне кажется, Жизель-то говорит обратное. Уже же своим телом говорит обратное. Как связана навязчивость и символический пафос? То есть, или там не связано, а сочетаются? Навязчивость и субъект все время натыкаются на преграду, то есть символическое имеет в навязчивости огромную роль, потому что оно выглядит как будто бы строже, нежели в случае так называемого нормального развития. То есть символический порядок для субъекта навязчивости это что-то гораздо более абсолютное и требовательное, нежели, скажем, для истерического невротика, который довольно успешно его обходит. Это видно, опять-таки, по характеру обсессивности, компульсивности, ритуалов, которые такой невротик постоянно практикует. То есть он ведет себя так, как будто бы символическое постоянно выступает перед ним в виде преграды, на которую он наталкивается. Именно поэтому его движения становятся компульсивными и рваными. Вместо того, чтобы символическое использовать, скажем, в процедуре, которую Фрейд называет сублимацией, когда означающее ставить субъекту на службу, и он через него извлекает наслаждение, навязчивый невротик символическим обращается так, как, скажем, иногда в комических фильмах субъекты обращаются с инфракрасными линиями, пронизывающими пространство комнаты, через которые они хотят перейти. Скажем, если эти линии возникают в тот момент, когда субъект проникает на территорию чужого жилища, и они ему доступны, то движение субъекта делается крайне забавным. Приходится переползать, перешагивать, совершать какие-то нелепые движения, как при игре в твистер. И, в общем-то, обращение субъекта навязчивости с его окружением очень похоже на эту игру в твистер. Он занимает позу максимально неудобную. То есть сам по себе невротик навязчивости представляет собой фигуру деформированную. Если бы существовала инфографика навязчивости, то это был бы субъект, принимающий крайне причудливые позы. Что означает, что символическое, в общем-то, не просто расположено к нему максимально близко, но и проходит через его тело. Потому что изогнуть субъекта, заставить его принять позу, может только символическое. То есть вы уверены, что нельзя выйти на это состояние? С точки зрения Лакана, состояние требует анализа. То есть субъекту заповедано снова обнаружить то, что Миллер вслед за Лаканом называет наслаждением со смыслом. То есть его симптом должен превратиться в нечто другое. Ну, можно наоборот перевернуть, мне кажется. Наоборот? Что смысл как раз в руках. Да, термин Миллера наслаждение со смыслом. Ну, да, наслаждение со смыслом, да, но можно сказать, что наоборот, смысл-то есть как раз. Смысл есть наслаждение, да, почему-то миллеровская мысль. Вот остаться без него. Без него, по всей видимости, остаться нельзя. То есть благословенный буддизм нам в этом плане недоступен. До такой степени приобрести равнодушие к наслаждению еще никому не удавалось. Да, пожалуйста. Возвращаясь в начальную стадию дискурса, где обсуждалось, что женщина переходит из истерической фазы в невротическую, и при опустошении ментальности теряет великодушие, соответственно, переходя в жестокосердие. Хотелось бы узнать, то есть по факту в каждую женщину априори включено некое трансцендентное великодушие, которое длится какое-то определенное время, и потом в силу некоторых факторов переходит в жестокосердие, правильно? Нет, это всего лишь пример Фрейда, причем пример частный. Это, похоже, его пациентка или пациент какого-то его ученика, который он описывает. Но он, тем не менее, предполагает, что эпизоды ее жизни могут быть до известной степени модельными. То есть воспроизводимыми в судьбе любой женщины. Конечно же, Фрейд не допускает, что в субъекте существует источник бьющего из него великодушия, которое помещено в него божественной инстанцией. Если мы говорим о великодушии женщины, то объясняется это наилучшим образом Лаканом. В истерической стадии женщина склонна к поддержке желания другого. Это не означает, что она непременно будет мила или добра, напротив, истерички, как мы знаем, в общем, ведут себя довольно неприветливо. Но в любом случае, желание мужчины она будет стремиться поддержать, что, разумеется, означает, что своим желанием она до известной степени поступится. В общем, тут открывается простор для феминистской критики, здесь она справедлива. Действительно, в ходе истерического развития женщина как раз таки приобретает все то, что мужчина так в женщине ценит, но вот беда, приобретает на это так, что достается это далеко не каждому мужчине. Более того, зачастую это достается только ее отцу. В всех остальных случаях, если невроз истерии, если истерический невроз довольно серьезный, если он женщину захватывает вплоть до соматических симптомов, она становится очень мало способна к так называемым нормальным сексуальным отношениям с мужчиной ее возраста. Ну или, по крайней мере, подходящие мужчины в качестве базы. А касается ли это мужчин? Есть ли у них при опустошении генитальности какая-то модификация, соответственно? Трансформация? Хороший вопрос, да. Истерически в невротический. Но в том-то и дело, что, по всей видимости, невроз навязчивости является чем-то, скажем так, структурно более определяющим, более весомым. На какое-то время женщине удается из его пут уклониться, до известной степени истерия – это бегство от навязчивости, и, по-моему, эта мысль прослеживается у Даниэля Руа, одного из учеников Миллера. Но в итоге, рано или поздно, навязчивость берет свое. Мужчины же нет этого дитура, истерия у мужчин вещь довольно редкая,
как правило, предстает лишь в виде отдельных элементов, но не в виде именно структуры желания. То есть мужчина может обзавестись истерией, скажем, после какой-либо катастрофы или психической травмы, но она будет исчерпываться конверсией, то есть именно физиологическими симптомами. К поддержке желания другого мужчина, похоже, не склонен, даже очень истеризованный. То есть для мужчины истерия не становится основанием для изменения его характера, для приобретения какой-то позиции в отношении желания другого. Женщина же, по всей видимости, исчерпывая эту фазу, действительно переходит в ту навязчивость, которая ей была заповедана со стороны ее матери. То есть речь идет просто о некоторой передышке. Но, разумеется, далеко не всякая женщина делается неприятной, сварливой. Речь об этом нет. Речь не об опустошении генитальности, а о том, что женщина из истерической фазы выходит, как вы сказали, виновата. Да, но опустошение генитальности – это термин Фрейда. То есть он как раз таки употребляет его в той работе, которую я не спасал в сегодняшней встрече. Так он это толкует, это его лексикон. С точки зрения Лакана, по всей видимости, имеет как раз таки возвращение к так называемым структурным корням. То есть поскольку невроз навязчивости до известной степени сопряжен, склеен, вмонтирован в структуру субъекта, то субъекту лишь ненадолго удается его избежать. Ну, то есть одинаковые мужчины и женщины. Одинаковые мужчины и женщины. Да. Оба гендера. Да. Ну вот в момент вы говорили, да, вот про это грязное пятнышко. Да? А вот ситуация, да, ну вот я хочу уточнить, да, я вот для себя прояснить момент, не совсем понятно. Ну прям это же, да, это очень отчетливая такая тенденция, можно назвать. Но также есть тенденция, ну, вот, например, там кто-то в гости в семье приходит и начинается ситуация, там, давай за стол, там, значит, покушай, значит, набью тебе. Вот такое, да, чрезмерное какое-то ухаживание. Это какая-то культурная, да, тенденция? Кстати, да, я об этом не сказал. Действительно, речь идет именно о навязчивости. То есть, как правило, в фантазме отравления и заражения присутствует фантазм насильственного кормления. Это заметил еще Фрейд. То есть, разумеется, не сводя все добросердечные побуждения женщины именно к проявлению навязчивости, мы должны все же указать на то, что тогда, когда подобное предложение приобретает назойливую форму, речь, по всей видимости, идет именно об обсессии. То есть речь о фантазме закармливания, которое может быть для субъекта опасно. Именно поэтому мы не можем полагаться на фантазм кормящей матери, как на нечто, безусловно, благолепное. В нем, конечно же, есть фантазм, связанный с удушением. На что обратил внимание уже Мелани Клейн. То есть, да, это хороший пример, спасибо. Ну что, я думаю, что тогда уже после Нового года следите за анонсами. Благодарю вас за ваше внимание.